Привет, я Ира и добро пожаловать в логово интроверта. И сегодня я расскажу о том, как я пришла в филателию и как у меня появились первые марки. Я давно думала снять что-то подобное, но мне казалось, что это как-то не вяжется с тем историческим контентом, который я здесь произвожу. Все-таки рассказы о себе в мои планы не входили. Но буквально вчера, в воскресенье, Валерий Нарежный предложил YouTube-филателистам челлендж рассказать о своих первых марках при входе в филателию. Мне показалось это интересным, так что вызов принят. Рассказываю. Мне кажется, я думаю, что марки были в моей жизни всегда. Насколько я себя помню. Помню я себя лет с 5-6. Тогда мне стало интересно, что за такие непонятные книги стоят у папы на полке. И почему он мне не может их читать. Оказалось, что это не книги, это кляссеры. А в них очень много разных марок. Вот в этих альбомах для марок были марки на разные темы, с разными людьми интересными, писателями, поэтами, героями, учеными, с разными зданиями, которые находятся в разных городах нашей страны. Но самая большая коллекция, самое большое количество марок было со спортсменами. Марки были посвящены Олимпийским играм. Это была главная тема коллекции моего папы. И очень они были яркие, интересные, стадионы, медали, спортсмены. Но долго смотреть на марки со спортсменами ребенку 5 лет было не очень интересно. Интерес то проявлялся, то пропадал. И тогда папа поинтересовался, а какие бы марки тебе было интересно собирать самой. Ну и я, недолго думая, сказала, что хочу героев моего любимого мультфильма. Так у нас появились марки. Две серии марок с Белоснежкой. Как-то в свой выходной папа утром уехал, через несколько часов вернулся с 2 сериями марок с героями моей любимой сказки. Вот верхняя – это Парагвай, это 78 год, а вторая серия – это Гренада, это 80-е, выпущена она была к Рождеству. Это вот первые марки, которые у меня появились, с которых начался мой интерес к маркам. Дальше несколько лет мы собирали марки с героями мультиков, с разными сказками, как зарубежными, так и отечественными. Потом в эту историю прибавились котики. Конечно, марки с котиками уже были у нас, но при моем бурном желании их собирать, их стало раза в 2 больше. Но в школе как-то интерес уже пропадал, уже и марки с мультиками неинтересны были, и котики как-то тоже надоели, а во что-то больше это не переросло. Интерес возобновился мой снова, наверное, где-то к концу школы, когда я начала интересоваться историей уже как чем-то большим, чем нам преподавали ее в школе. Мне стало интересно больше истории про войну, истории про какие-то завоевания, походы, корабли, что-то вот такое вот в ту сторону. И марки стали одним из источников, где я эту информацию искала. То есть я выбирала марку, которая мне нравилась, которая мне интересна, как она сделана. И дальше искала информацию, а что это за люди, а что это за корабли, а что это за самолеты, а что это за сражения, что это за бой на марке, почему он на марке. Но марки как филателистический продукт, так сказать, мне был неинтересен. Так интерес к истории развивался, интерес к маркам угасал, и история как-то отделилась от марок, и в свободное время изучать историю привычка осталась, а марки опять отправились на антресоль. Опять на несколько лет, и следующий мой такой переход, возвращение к маркам случился уже, когда нас всех дружно закрыли на карантин в прошлом году. Когда я разбирала антресоль, я нашла несколько небольших альбомов, которые
вот с детства я не помню. Они, возможно, были, но как-то проходили мимо меня. И меня заинтересовал маленький альбомчик, в котором была вот такая вот серия парусников. Это 81 год, если мне не изменяет память. Да, это 81 год, это учебный парусный флот. Я знала, что это за корабли, но вот марок с ними я не помнила. И тут мне стало интересно, что же это за марки, какие вообще бывают марки, чем они отличаются, и отличаются ли вообще. Я начала искать информацию о том, какие бывают марки, какая бывает у них бумага, какая бывает у них перфорация, что есть серии, что есть единичные марки. Вот это вот все копилось, накладывалось на то, что я знаю, что на этих марках изображено. То есть, если это парусник Седов, то это самый большой учебный барк в нашей стране, что ему практически 100 лет, что назван он в честь исследователя Северного полюса Георгия Яковлевича Седова, и что помимо барка этим именем еще и назван ледокольный пароход. И вот это вот весь этот ком информации копился и желал куда-то выплеснуться. Так случился мой блог в Инстаграме, где я начала рассказывать и технические данные о марках, которые у меня есть, и историю того, а что же на них. Так собралось две мои любимые темы. Это новое изучение марок как таковых и более старое – это изучение того, что же на этих марках. Важно, наверное, еще здесь сказать, что за недели две до того, как случился локдаун, у меня был очень важный, как я сейчас понимаю, разговор с очень дорогим моему сердцу человеком. Я пришла и сказала: понимаешь, я не знаю, куда мне дальше двигаться, я не хочу потерять то, что у меня уже есть, те навыки, которые у меня уже есть, но хочу как-то дальше развиваться, а как и куда, я не знаю. И на свой вопрос я услышала в ответ вопрос: а у тебя есть YouTube? У меня YouTube? Нет. А почему у тебя до сих пор нет Ютуба? Зачем мне YouTube? А что я там буду делать? А кому я там нужна? Ну, в общем, я как-то сильно восприняла эту идею в штыки. Хотя не первый раз я воспринимаю идеи в штыки. А потом понимаю, что да, она была права. Ну, как обычно, в принципе. Но человек с диким чувством терпения и веры в меня на все мои отказы продолжает меня убеждать и ждет, пока я дозрею, созрею и пойму, что да, она была права в очередной раз. Это здорово, когда у нас есть такие люди, которые, несмотря ни на что, в нас верят и желают, чтобы мы совершенствовались. Росли как профессионально, так и в принципе в жизни. Очень благодарна за то, что так случилось, за то, что у меня есть такой человек в моей жизни. Ну и, собственно, вернемся к маркам. Мне стало интересно, я стала вот об этом писать. Через несколько месяцев завела YouTube, сняла первые видео. Вот как раз, по-моему, одно из первых видео было вот про вот эту серию марок, где я рассказывала, что это за парусники, что это за марки. Ну, а сознательно коллекционировать, первые марки, которые я уже сознательно себе купила в коллекцию, это были вот такие вот марки, которые тоже вышли прошлым летом. Это 2 блока. Это Чесменское сражение 250 лет и 300 лет битвы под Гренгамом. Кстати, битва под Гренгамом завершила войну со шведами. Северную войну, которая продолжалась 20 лет. Вот завершилась она этим Гренгамским сражением и победой русского гребного флота над шведским парусным. Но это уже немножко другая история. Ну, а моя история прихода в филателию какая-то вот такая. На сегодня это все. Спасибо вам за внимание. С вами была я, Ира. И до новых встреч в логове интроверта.